Охайо! Добро пожаловать на новый видеоролик. Сегодня мы сравним аниме-кунов и тянок. Мы решим, кто более интересен для зрителей и кто популярнее в нынешний момент. Мы возьмем несколько типов персонажей и будем их сравнивать. Чтобы вы могли определиться, мы скажем примеры этих персонажей, и вы, соответственно, выберете того, кто вам больше понравится. Знаете, вот чтобы было по-честному, я знаю то, что женская аудитория у меня в 4 раза меньше, чем мужской, то давайте договоримся. Если персонаж похож на вас по описанию, то вы выбираете его. Связано это и с противоположным полом. Так мы немножко уравняем ситуацию и сделаем более честный выбор. Приятного просмотра! Для начала мы представим вам персонажей, а уже потом вы решите, кто лучше. Голосования будут находиться в аннотации сверху справа. Сегодня будут сражаться Бисёнэн парень против Моэ-тян, Дере-дере парень против Дандера девушки, Магане-кун против Маганека и Цундере парень против Цундере девушки. Если вам понравится данная рубрика, поставьте лайк. И не забудьте подписаться, если вы это еще не сделали. А кто так не сделал, тот бака. Бисёнэн. Идеальный молодой человек. Часто берется как стереотип для таких жанров, как сёдзю, сёнэнай или яой. Как правило, молод, женственно красив, не обладает выраженной мускулатурой. Часто одевается в подчеркнуто элегантную и непрактичную одежду, имеет необычный цвет волос. Характер Бисёнэна может быть различным в зависимости от сюжета произведения. Раньше Бисёнэн был причастен только к яою, позже данный тип распространился почти во все жанры. Для более наглядного примера, любой трап – это Бисёнэн. Определение уже, если честно, немного устарело, так как под него с легкостью может попасть даже Джорно Джованна, который является протагонистом далеко не яоя. Хотя... Джорно! いた！おいミスター！優しくして優しく服を脱がせないで感じるどうだナランちゃんいたか二人はいえあれ急に目にゴミが入った見えないぞ二人なのかよくわからないぞもっと優しくМоэ-тяночки – это кавайные персонажи, которые вызывают не только умиление, а влечение. Зритель сам решает, что для него моэ. При этом зачастую моэ значит милый, поэтому любую девочку можно считать за моэ. А ведь я могу перечислять буквально до бесконечности, какие факторы есть для определения моэ. Поэтому скажу только самые популярные. Она должна быть школьницей или младшеклассницей, говорить миленьким голосом, возможно носить очки или чулочки. Или все вместе. Понятие моэ работает для парней сравнимо с материнским инстинктом у девушек. Если ты захочешь ее защитить, знай, возможно, она моэ для тебя. Дере-дере – добрый и милый персонаж, самую малость скромный и в меру оптимистичный. Парней такого типа вы видите почти в каждом аниме. Однако зачастую они находятся на заднем плане и не светятся вплоть до определенной роли, которую им даст автор. В основном они используются для раскрытия других персонажей, а если он главный герой, то проверьте, не гаремчик или не хентай ли это. Это те самые немного скромные персонажи, которые часто подкидывают идеи главному герою, придают ему сил, если тот находится в отчаянии или сбился с пути. Дендере – это еще более стеснительный тип, чем дере-дере. В свою очередь, девушки этого типа часто являются теми, кто становится предметом обожания, как главного героя, так и всех зрителей.
Что бы вы ни говорили про людей этого типа, но они оказываются куда более целеустремленными, чем может показаться. На самом деле это важный факт, ведь если об этом забыть, то предмет обожания многих людей может резко перейти в предмет ненависти. Магане-куны — это просто парни в очочках. Однако, если для русского человека очки вообще ничего не значат, то для японца это прям отдельный фетиш. Такой тип является в основном лишь тем, кто умнее своих ровесников, а также они хладнокровные и по-своему обаятельные. Маганеко. Девочки в очках. Я бы не обращала на них внимания, однако этот тип стал своеобразным определением для Моэ. Больше используется как образы для фанартов, нежели как отдельные персонажи в аниме. В отличие от Магане-кунов, Маганеки немножечко отличаются. Они делятся на два типа. Те, которые на фанартах, это Моэ, тяночки, миленькие, прекрасненькие. И те, которые в аниме. Они чаще всего являются цундере, и характеристики чем-то схожи, наверное, на Магане-кунов, но они все-таки цундере. Но это стоит держать в голове, при просмотре вы, наверное, встретите именно этот тип, нежели Моэ версию. Цундере парень. Это цундере, чувство которого в разы больше, чем у обычного типажа. Иными словами, высокомерно общаясь с объектом признания, может покраснеть или пустить кровь из носа. После того за углом разговаривает сам с собой о том, насколько прекрасна была девушка, с которой он провел беседу до этого. Цундере девушка. Я уверен, что вы сами знаете, кто такие цундере. Это когда делают вид, что ненавидят, а на самом деле втайне любят. Рано или поздно они все рассекречиваются. Это канон. You better run from me. You better hit the road. Вот такой вот видеоролик получился сегодня. Я искренне надеюсь, что вам понравилась новая рубрика. Напишите ваши любимые типажи в комментариях, или какой типаж, по вашему мнению, победит сегодня. Ну а с вами были Син-Син и Кора. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Джане!